Всем привет из Шотландии, из Глазго. Я чувствую уже, что никакой лак не спасет сегодня мои волосы от шотландских ветров. Но мы здесь, кстати, не задержимся. Сейчас идем на станцию, встречаемся с Алексом и едем в Мозервелл, где местная команда играет в квалификации Лиги конференций против финского Хика. Жалко уезжать из Глазго. Здесь сейчас проходит такая своеобразная охота на собачек. Посмотрите, за моей спиной, да, Скотти. Их всего 92 скульптуры в Глазго установлены. 40 больших собачек и 52 маленькие Скотти в разных местах Глазго. В Мозервелле нету. Ну ладно. Мы на станции. Жарко в Шотландии. Что такое вообще? Че, как настроение? Настроение, как всегда, хорошее. Как всегда хорошее. В этом году Мозервелл хорошо выглядят, как и в прошлом сезоне. Они играли очень хорошо. В один момент даже люди думали, что в тройку зайдут, но под конец сдули тоже немножко. А ты ходил на них вообще? Да, уже на одну европейскую игру. Сейчас был 2 недели назад против команды из Фэро. Там спокойно 2-0 и на выезде выиграли. И сейчас тоже довольно оптимистично, я думаю, должны как будто 1-1 на выезде. Хотя вратарь много чего там вытащил. Но я слышал, что почти все трибуны распроданы. Тоже они даже гостевую открыли для своих болельщиков. Так что будет почти 10 тысяч людей. А что, пиво в поезде можно? Да, можно. Опять отменили закон недавно, что сейчас опять можно пиво. Меняют законы постоянно, но особо никому так. Если нормально себя ведешь, тогда никто не будет тебе мешать. Контролер проходил, ничего не сказала. Нормально. За моей спиной местная достопримечательность под названием Мозервелл 3. То есть дерево Мозервелла красного цвета, потому что это символизирует некоторое политическое заявление, но и сделано оно из стали, чем, собственно, знаменит Мозервелл своей сталелитейной промышленностью. Прикольно, что даже здесь попытались надеть конус. Ты видишь конус там? Вижу. А ты когда-нибудь надевал конус? На себя одевал один раз, да? Тоже. Домой принес даже. Я тут была в Гамильтоне, нет, не в Гамильтоне, в Исткилбрайде. У меня был шанс надеть конус на голову статуи, потому что вообще никого рядом не было, но я что-то постеснялась. Непорядок, да? Но я, пожалуй, не буду это делать. Мозервелл исторически был центром черной металлургии. Понятно, что здесь все посвящено этому. Вот, посмотрите. И паб называется Pig Iron. Сами переводите. Даблти. Что еще пить в Шотландии, как не Теннанс? Снаружи паб оказался гораздо более брутальным, чем внутри. Внутри, в общем, такой похож на стандартный Wetherspoon, хотя вроде бы это не Wetherspoon, но похож. Что ты там купил? Программку? Программку. Отлично. Сколько стоило? 3 фунта. Неудивительно, что прозвище у Мозервелла Steelman. И маскот тоже, естественно, стальной человек. Вот он здесь пришел пофотографироваться со всеми желающими. Мозервелл — это очень старый клуб. Посмотрите, 140 лет отпраздновал он в этом году. Солидный возраст. Но чемпионами Шотландии были, правда, только раз в сезоне 31-32. Давненько. I supported Motherwell all my life. I started first from memory, 1986, coming with friends. We were in Boys Brigade and local club, and we come down, and then it's just been brilliant ever since then. Just local club, dead easy to get to, loads of friends, very social. And from 1986 to now, 40 years, dear me. So 40 years supporting Motherwell. Один раз Мозервелл выигрывал Кубок Лиги и дважды Кубок Шотландии. И последний на данный момент трофей – это Кубок сезона 90-91.
Favourite memory would be 1991, May the 18th. We won the Scottish Cup. So again, went with the BBs on a bus from Wishaw, which is a small town, which is actually bigger than Motherwell, but right next to here, into Hampden, and just an amazing atmosphere. I went to all the cup games, so Aberdeen, Morton, Celtic twice at Hampden, and then we beat Dundee United in probably one of the best cup finals in living memory, 4-3. Oh, it's a moment these Motherwell supporters have waited 39 years to see. And listen to the acclaim for Tom Boyd. I was fortunate enough to be an age 17, 18, so after it was out celebrating till 4 or 5 in the morning in Wishaw, and then back up and everybody was celebrating the street to watch the team go round Motherwell and Wishaw with the Scottish Cup. And amazing for the community, just for everybody coming. Everybody seemed to be a Motherwell fan that day. It was quite unbelievable. Ну и идем в магазинчик. Домашняя футболка стоит 60 фунтов. Ну, кстати, нормальная цена для топ-дивизиона. Так, ну и, конечно, значки. Ничего себе выбор, да? Выбор вообще офигенный, да. Здесь всякие винтаж, значки и все. И на сейлы. по уценке еще. Да, да. Так что Супер. Сейчас наберем. Еще до матча где-то минут 15, и вот мы на этой трибуне находимся. Фил О'Доннелл станд. Фил О'Доннелл был капитаном Мозервелла. 29 декабря 2007 года он потерял сознание прямо на поле во время матча против Данди Юнайтед и умер в возрасте 35 лет. Легендарный игрок клуба, который, кстати, забил гол в том самом финале 91 года. Он начинал карьеру в Мозервелле, несколько лет играл в Селтике и Шеффилд Уэнсдей, а потом вернулся в Мозервелл. В его память было решено назвать главную трибуну стадиона. Другая трибуна названа именем Дэйви Купера, одного из лучших игроков Мозервелла, а также легенды Рейнджерс. И он тоже рано умер, в возрасте 39 лет. Absolutely a legend of Scottish football. He was just one of the best footballers I have ever seen. So Motherwell, being here, you've seen a lot of great players play here. Paul Gascoigne, Laudrup, Henrik Larsson, Moravchik. But David Cooper was just playing with Rangers, playing with Motherwell, playing with Scotland. Best footballer I've ever seen. He converted this club. He made average players look amazing. And Ruud Gullit would agree, one of the best players he would ever say he's ever seen. And a local guy as well. I met him when I was doing work experience one day, the nicest guy ever, but just such a good footballer. If kids had ever watched somebody play football, we watched David Cooper. Just so good, so good. Вообще про Мозервелл можно рассказывать очень много, но у нас сегодня все-таки здесь небольшой исторический сюжет о матч-дэй, поэтому надо возвращаться потихоньку к матчу. Ну, а я вам советую посмотреть фильм на ютубе про победу как раз Мозервелла в том самом Кубке 91 года. А вот, кстати, в 2016 году Мозервелл стал первым топ-клубом из топ-дивизиона Великобритании, которым завладели фанаты, выкупили. Поднимаемся на нашу трибуну. Где-то здесь. Сейчас вам все покажу. Мы как раз вовремя. Первый матч закончился 1-1, я вам на всякий случай напомню. Но, в общем, преимущество есть некоторое домашнего поля. Но самый известный игрок в составе Хика, наверное, Тему Пуки, который в свое время играл за Норвич. Могла быть опасная атака. Забил гол в первом матче в ворота Мозервелла. Но Тему Пуки тоже не попадает он в основу. Ему весь матч играть тяжеловато, наверное. Ждет своего часа в запасе.
Первый тайм еще не закончился, но мы спустились за едой. Если бы здесь было, кстати, пиво, я думаю, очередь была бы раза в 3 длиннее. Но поскольку нет, давайте посмотрим, что там есть. Пироги, стейк-пай, минс-пай, карри-пай. Выбор большой. Мил дил обошелся 8,50. Это горячее. В моем случае стейк-пай. Сладенькое. Я хотела сникерс, но не было сникерса. Пришлось взять йорки. Не знаю, почему он не популярен. Мне кажется, он должен быть тоже вкусный. Ну и кофе, либо там какой-нибудь любой напиток на ваш выбор. Очень хороший пирожок. Горячий, правда, невозможно горячий. 0-0 после первого тайма. Что скажешь? Ну ничего, что мы. Полтайма мы в очереди за пирожками стояли, а так особенно ничего и не пропустили. Там такие полумоменты где-то что-то было, и все нормально, во втором тайме все будет. Мазервелл повел. Отлично. Выходим вперед в двухматчевом противостоянии. Вообще, капитаном Мазервелла является человек по фамилии Магин. Я думаю, что фамилия вам известна. Это старший брат Джона Магина, Пол. Но его нет сейчас в составе, травмирован. Так что сегодня как-то без него. A lot of touring around Scottish clubs, so for St Mirren, Hibs, and then he ended up here. And I think when he came here, everybody thought, is he going to be good enough? It's been great. He's been absolutely, it's revived his career. He's been so good. Him and Stephen O'Donnell just been excellent since they've joined Motherwell. Really, really good players. Саид сделал дубль. Ждем хэт-трика. Ну, хэт-трик должен быть, да. 100%. За Нигерию. Из Нигерии. Игрок? Хороший. Вот и второй гол вообще супер. What do you expect this season? Last season was just, we started off, I remember going to Motherwell Hearts and we drew 3-0 up and it's some of the best football I've ever seen. And we just get better and better and better. But we've got a small squad, so as we lost players, we kind of struggled a wee bit. This season, if we can keep the same level of passing, I think we could do as well. We just need a goal scorer. I don't see any reason why we can't challenge, be in the top 3. I don't see anybody else in Scottish football doing any better. I think teams are worse, not any better. So yeah, I would hope top 6 definite, top 4 hopeful. European football again, that's the big hope. А вот и пушки на поле. Пока ничего не видно от него. Битлз здесь тоже уважают. В общем, к концу развеселились совсем болельщики Мазервелла. Исполняют тут и классику, и свои песни, и что только не исполняют.
матча уже закон не действует, надо только найти. Алекс сказал, что он уже где-то там в баре. Ну, давайте посмотрим на празднующих болельщиков Мозервеллы. Я пока не очень понимаю, где он. А, вот показано, что Биргарден. Вот за моей спиной указатель. Пойдемте смотреть. Вот один из 3, как мне сказали, баров вокруг стадиона, но это главный. Centenary Suit. Я долго искала Алекса, он, оказывается, тут чилился это время. А я сидел с 2 пивами, ждал Маши, и потом сам все выпил. Все пиво и выпил, да. Вот, а я только сейчас пришла, и на самом деле здесь, конечно, по сути, музей. Но вся история, трофеи, здесь памятные футболки, в общем, топово. Ну и Алекс застал здесь, вручали лучшего игрока матча. Кому вручили? Ну, Ибрахиму Саиду, конечно. Ему даже и шампанское дали, и мяч тоже дали. Хотя он только 2 гола забил, но в Шотландии так. В Европе забил 2 гола, это хэт-трик. Считай, хэт-трик, да. Таким получился сегодняшний выпуск. Мозервелл выиграл, прошел дальше. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки, если было интересно. Есть куда сдонатить, также информация под видео. Не было у нас сегодня достаточно времени, чтобы рассказать полностью всю историю клуба, там, пройтись по персонале. Но что успела, то рассказала. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока, скоро увидимся.